Нашу Землю окружают миллионы километров пустого пространства. И даже если когда-то люди научатся перемещаться по космосу с околосветовой скоростью, человеку вряд ли удастся долететь до планет, на которых будет возможна развитая жизнь. Но организмы могут скрываться и на ближайших космических телах, эволюционируя в условиях, которые сегодня нам трудно даже представить. И одним из таких мест может оказаться холодная поверхность Титана, а точнее его моря, которые скрывают в себе множество тайн и загадок. Но перед тем, как мы туда отправимся, я хотел бы заглянуть в еще одно удивительное место, где каждый из вас может попробовать себя в роли пилота подобной машины. В мире игры War Robots вы почувствуете себя пилотом одного из 60 роботов, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками. Выберите своего и совершенствуйте его оружие и броню. Детализация роботов, масштаб сражений и эпичность игры оставляет грандиозное впечатление. Скачав игру по ссылке в описании, вы сможете получить боевую машину с уникальным скином, 100 голды и 50 тысяч серебра при старте. Недавно в игре вышло обновление War Robots Remastered. Российские игроки стали первыми, кто протестировал на себе новую версию, и большинство осталось в восторге. Но у некоторых игроков со слабыми девайсами возникли проблемы с работой игры. Не переживайте, разработчики ведут активную работу над фиксом проблем. Качайте игру и станьте одними из тех, кто испытывает на себе всю мощь новых боевых роботов. А теперь вернемся к нашей теме. Титан — это единственное, кроме Земли, небесное тело в Солнечной системе, на поверхности которого имеется жидкость. Но в отличие от нашей планеты, на Титане она представлена не в виде воды, а смесью жидких углеводородов, в основном метана и этана. Впервые моря Титана удалось обнаружить на радарных изображениях 21 июля 2006 года, полученных с помощью аппарата Кассини. За период с 2004 по 2017 годы станция совершила 127 сближений с Титаном, в результате чего ученым удалось составить подробную карту всей поверхности спутника. Проанализировав особенности элементов рельефа, выяснилось, что поверхность Титана была сформирована под воздействием тех же процессов, что и на Земле, где главным рельефообразующим фактором является вода. А на Титане эту роль выполняли жидкие углеводороды. В результате на его поверхности сформировались такие же, как и на нашей планете, озера, моря, реки и заливы. И кроме того, там также идут регулярные дожди. Озера на этом объекте в основном широкие, не имеют сильно большой глубины, а их количество доходит до 650. Самые большие из них называют морями, а свои имена они получили в честь мифологических морских существ – море Кракена, море Лигеи и море Пунги. На экваторе Титана расположены дюны, так как в этой области климат наиболее засушливый. Эти территории занимают 17% от общей площади поверхности спутника, горы – 14%, а лабиринты – 1,5%. Самую большую долю поверхности, то есть около 65%, покрывают равнины, а горные хребты имеют длину до десятков километров и высоту до нескольких километров. При этом на спутнике обнаружено всего 23 ударных кратера диаметром более 20 километров, что составляет не более 0,4% от общей площади. Считается, что большая часть кратеров исчезли из-за высокой интенсивности эрозионных процессов в течение нескольких сотен миллионов лет. Органические соединения, включающие в себя атомы азота, придают поверхности Титана и его атмосфере оранжевый цвет. Площадь крупнейшего из найденных водоемов, моря Кракена, составляет примерно 400 тысяч километров квадратных и имеет длину около 1170 километров. Этот резервуар находится в северном полушарии спутника, а его глубина, предположительно, может доходить до 200 метров.
Второе по размеру море Лигеи также находится в северном полушарии и имеет ширину около 500 километров. Площадь приблизительно 100 тысяч километров квадратных, а его глубина доходит до 170 метров. Третье и самое маленькое море Титана под названием море Пунги находится севернее двух остальных и имеет диаметр около 380 километров. Скорее всего, все эти моря состоят из жидкого метана и этана, так как оба газа в изобилии присутствуют в атмосфере спутника и периодически образуют плотные облака. И, вероятно, именно испарения этих морей являются главным источником метана и этана в атмосфере. При этом на снимках поверхности Титана можно увидеть темные пятна, которые, вероятнее всего, представляют из себя куски льда, поднявшегося на поверхность. Как правило, такой углеводородный лед может всплывать при температуре, близкой к минус 183 градусам по Цельсию. А если температура опускается еще ниже, содержание пузырьков азота в льдинках становится меньше 5%, и льды тонут. И вполне вероятно, что ледовый покров в некоторых областях спутника может окружать жидкий метан как снизу, так и сверху. Кроме того, состав жидкости на Титане может быть разным в зависимости от места, в котором она находится. И поскольку жидкость Титана преимущественно состоит из сжиженных газов с разной температурой кипения, то ее состав различен в зависимости от температуры. Например, состав жидкости на полюсах отличается от состава на более теплом экваторе. Но кроме поверхностных резервуаров на Титане может скрываться и огромный подповерхностный океан, в котором вполне вероятно может быть вода. Гипотеза о его существовании была выдвинута в связи с тем, что мощное приливное действие Сатурна может привести к разогреву ядра и поддержанию достаточно высокой температуры для существования жидкой воды под поверхностью. Кроме того, сравнение снимков Кассини за 2005 и 2007 годы показало, что детали ландшафта сместились примерно на 30 километров. И поскольку Титан всегда повернут к Сатурну одной стороной, такой сдвиг может объясняться тем, что ледяная кора отделена от основной массы спутника глобальной жидкой прослойкой. Предполагается, что в подповерхностной воде содержится значительное количество аммиака, который действует на воду как антифриз, то есть снижает температуру ее замерзания. В сочетании с высоким давлением, оказываемым корой спутника, это может являться дополнительным условием существования подповерхностного океана. Такой водоем может находиться на глубине около 100 километров и состоять из воды с большим количеством солей. Скорее всего, жидкость в нем представляет собой рассол, в состав которого входят соли, содержащие натрий, калий и серу. Кроме того, в разных районах спутника глубина океана, вероятнее всего, варьируется. В одних местах вода, вероятнее всего, промерзает, наращивая ледяную корку, покрывающую океан. А сильная соленость делает практически невозможным существование в нем жизни. Но если говорить про поверхность спутника, то на ней не исключена вероятность существования простых форм жизни. Так как атмосфера Титана является очень плотной, химически активной и богатой органическими соединениями, можно предположить, что жизнь можно найти в верхних слоях атмосферы. Вполне вероятно, что простые организмы могли бы поглощать газообразный водород и питаться молекулами ацетилена, и в процессе их жизнедеятельности образовывался бы метан. Кроме того, относительно недавно в атмосфере Титана уже были обнаружены высокоактивные органические молекулы, которые называются циклопропенилиден. Это нестабильное и очень высокоактивное соединение на Земле можно наблюдать только в лабораторных условиях, а в 1985 году его впервые обнаружили в облаках молекулярного газа в космосе. Циклопропенилиден играет важную роль в формировании более крупных органических молекул. А его обнаружение на Титане – это первый случай, когда соединение было открыто в планетарной атмосфере, а не в межзвездной среде. И, безусловно, это поможет ученым по-новому посмотреть на химическую эволюцию атмосферы Титана. Если же говорить про более альтернативные теории, то можно предположить, что жизнь могла бы существовать и в жидких метановых реках Титана.
Но это было бы возможно только в том случае, если бы организмы, живущие там, использовали H2 вместо O2 и производили бы метан, а не углекислый газ, как организмы на Земле. Но учитывая то, что Титан находится вне обитаемой зоны, а температура на его поверхности составляет около минус 180 градусов по Цельсию, такие теоретические организмы сильно бы отличались от тех, что мы привыкли видеть на нашей планете. Например, липидные клеточные мембраны, типичные для жизни на Земле, не могли бы функционировать в таких условиях. И эволюции пришлось бы создать невообразимые аналоги, природу которых сегодня нам трудно даже представить. Но так или иначе, климатические условия на Титане вполне допускают существование определенных форм микробной жизни. Их поисками займется космический аппарат Dragonfly, который НАСА планирует отправить на Титан в 2027 году. И кто знает, может быть, именно его миссия принесет для нас еще более удивительную информацию. Безусловно, поиск внеземной жизни — это процесс, который, вероятно, будет завершен даже не в нашем тысячелетии. Однако его глобальность переоценить трудно. Ведь если наши попытки когда-то увенчаются успехом, это, несомненно, начнет новую эру в истории человечества. И позволит людям не только совершенствовать свои собственные знания, а начать многовековой процесс выстраивания отношений с полноценным внеземным организмом. Друзья, с каждым новым видео мы стараемся делать наши выпуски лучше. А благодаря вашей поддержке в виде электронных лайков процесс нашего роста становится намного быстрее. Я надеюсь, что вам нравится изучать бескрайние просторы Вселенной вместе с каналом Космо. И если вы хотели бы увидеть новые, еще более интересные выпуски, не забывайте нажимать на кнопку «Подписаться» под этим видео. Ведь впереди нас ждет еще много всего интересного. И услышимся!